Привет, друзья! Сейчас короткий обеденный обзор главных событий Германии и Европы последнего часа. В Германии начинают набирать обороты серьезные дискуссии о реформе пенсионной системы. Старение населения, нехватка работающих и предложение правительства Фридриха Мерца пересмотреть принципы начисления пенсий приводят к активным обсуждениям в Берлине и важным вопросам о будущем социальной модели всей страны. Но это только начало. На финансовом рынке Германии звучит важное решение суда. Коммерцбанк готов вернуть компенсации, внимание, десяткам тысяч клиентов. История со штрафными процентами вновь становится темой для обсуждения по всей стране. И теперь внимание сосредоточено на том, как банки будут реагировать на решение суда во Франкфурте. Одновременно в политической сфере Германии происходят процессы, которые могут заметно изменить общую ситуацию. Партия «Альтернатива для Германии» АФД под руководством Алис Вайдель запускает новое молодежное крыло. И сам факт этой инициативы уже становится темой обсуждения о том, как партия планирует расширить свое присутствие и взаимодействовать с молодым поколением. Тем временем промышленность Германии сталкивается с заметной и активно обсуждаемой тенденцией. Все больше предприятий переносят свое производство за границу, и экономические эксперты говорят о риске настоящего промышленного оттока. И вопрос о том, как на это реагирует черно-красная коалиция канцлера Фридриха Мерца, становится все более значимым. И, наконец, важное сообщение от Deutsche Bahn. Новый руководитель компании Эвелин Пала объявляет неожиданно временную остановку строительства работ перед рождественскими праздниками. Решение принято из лучших намерений облегчить поездки миллионов людей, но вместе с этим возникают новые сроки, риски и обсуждения. Обо всех этих последних событиях коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии начались серьезные дискуссии о реформе пенсионной системы. Причина этого – старение населения и слишком малое число работающих, на которых ложится бремя выплат. Государство предлагает сразу несколько нововведений. Во-первых, расширить параметры, по которым считается пенсионный стаж. Возможно, в будущем будут учитывать внимание не только ваши официальные зарплаты, но и доходы от дивидендов, аренды жилья и других источников. Это должно увеличить число тех, кто получает пенсию. Во-вторых, для тех, кто достиг пенсионного возраста, хотят ввести стимул продолжать работать. Те, кто решит остаться на работе, смогут получать доплату к пенсии до 2000 евро в месяц без подоходного налога. Также обсуждается продление рабочего стажа. Чтобы гарантировать стабильную пенсию, людям, возможно, придется работать дольше, чем раньше. Однако часть участников дискуссии относится к предлагаемым реформам с осторожностью. Критики отмечают, что система, основанная на добровольной занятости и доходах от капитала, может быть более удобной для тех, кто имеет дополнительные источники дохода. А вот людям без таких возможностей может потребоваться дополнительная поддержка. Кроме того, обсуждается возможность того, что часть нагрузки может перейти на молодежь и работающих, которым, возможно, придется делать большие взносы. В итоге перед Германией сегодня стоит важный выбор. Либо адаптировать пенсионную систему через продление стажа, стимулирование работы после пенсионного возраста и признание дополнительных видов доходов, либо рисковать снижением устойчивости выплат. Следующая новость одна из самых важных для жителей Германии. Банк Коммерцбанк выплатит, внимание, компенсации примерно 40 тысячам клиентов, у которых ранее снимали так называемые штрафные проценты. Общая сумма выплат около 10 миллионов евро. О чем речь? В период, когда Центральный банк вводил так называемую отрицательную ставку, банки сами платили за хранение денег у Центрального банка. Многие банки перенесли эту оплату на клиентов, нас с вами, если на счетах лежала крупная сумма. Чаще всего более 50 тысяч евро, из владельцев взимали дополнительный процент. Проще говоря, за хранение своих собственных денег человека заставляли платить. Верховный суд Германии признал такую практику незаконной. Апелляционный суд во Франкфурте поручил банкам уведомить всех пострадавших и вернуть деньги. Теперь Коммерцбанк рассылает письма, клиентам нужно подтвердить данные, и банк сможет вернуть удержанные суммы. Что важно сейчас вам знать? Внимание! Если у вас раньше на счету было более 50 тысяч евро и с вас снимали плату за хранение, возможно, вы имеете право на компенсацию. Следите за почтой от банка и проверяйте уведомления, потому что чаще всего достаточно откликнуться, чтобы начать возврат средств.
Следующая новость связана с обсуждением курса политических партий в Германии. Сегодня одна из партий, а именно «Альтернатива для Германии» АФД, под руководством Алис Вайдель запускает новую молодежную организацию с целью укрепить свои ряды и привлечь молодежь. По мнению председателей «Альтернативы для Германии» АФД, молодежное крыло должно обновить участие молодых сторонников, укрепить поддержку среди молодого поколения и подготовить будущих активных участников деятельности. Партия рассчитывает, что привлечение молодых людей снизит возрастной коэффициент ее электората и обеспечит долгосрочное будущее. Также новая молодежная организация должна активировать общественную и социальную деятельность. Молодежь, она чаще на связи с современными проблемами, социальными сетями, они могут высказываться более активно и открыто, что поможет «Альтернативе для Германии» АФД расширить аудиторию, привлечь тех, кто ощущает себя в стороне от основных политических процессов и устал от традиционных партий. Кроме того, «Альтернатива для Германии» АФД видит в молодых сторонниках способ укрепления организационной структуры и общего направления своей деятельности. Молодые участники, по мнению партии, способны легче объединяться вокруг общих целей и общественной активности. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии при канцлере Фридрихе Мерце все чаще наблюдается заметная тенденция. На фоне экономической неопределенности все больше предприятий переводят свое производство за границу. Это уже не единичный случай, все чаще немецкие предприятия сокращают часть производственных мощностей внутри страны и размещают их в других государствах, где издержки ниже и рынок стабильнее. Я вам об этом неоднократно рассказывал на конкретных примерах. Причины очевидны. Рост тарифов и неопределенность на международных рынках делают производство в Германии дорогим и рискованным. Компании ищут стабильности, дешевую рабочую силу и более предсказуемую экономическую среду и находят ее именно за пределами страны. Последствия для Германии серьезны. Сокращаются рабочие места, падает налоговая база, уменьшается экономическая активность в регионах, которые зависели именно от этих заводов. Для многих жителей потеря работы – это не просто какая-то там статистика, а заметное ухудшение семейного бюджета и будущих перспектив. Эксперты отмечают, что при сохранении этой тенденции страна может столкнуться с ослаблением промышленного сектора, то есть это может быть не просто снижение активности, а устойчивым переносом части производства. Это также может ослабить и экономическую устойчивость, снизить конкурентоспособность и ограничить бюджетные возможности страны. Для черно-красной коалиции под руководством канцлера Фридриха Мерца сейчас рассматривается два основных варианта. Либо создание таких условий, при которых производство выгодно держать в Германии, например, это налоговые льготы, стабильность, поддержка экономики, либо готовиться к дальнейшему уходу предприятий за границу и росту, соответственно, безработицы. Нынешняя волна перемещений является значимым вызовом для промышленности и работника, и здесь стоит учитывать, что это со временем может затронуть многих, кто ценит стабильную работу и будущее. И это только начало. В Германии руководитель железнодорожной компании Deutsche Bahn Эвелин Палла объявила, в преддверии рождественских праздников она приостановит на некоторое время многие стройки и дорожные работы на своих объектах. Это значит, что десятки участков, где сейчас проходит ремонт путей или строительство, временно остановятся, чтобы к праздникам снизить неудобства для пассажиров. Эвелин Палла заявила, что такое решение принято для того, чтобы обеспечить нормальные условия перед самым загруженным периодом. Во время рождественских и новогодних поездок на поездах традиционно много людей, и Deutsche Bahn хочет дать пассажирам шанс путешествовать без строительных шумов и задержек. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.